Всех приветствую на канале Путь Богача, и сегодня расскажу про очередную крутую раздачу, которую проводит Kareum. Это уже вторая раздача от них, у них свой токен Core, и теперь все намного проще, одновременно и запутаннее. Принять участие могут те, кто будет держать токен Core, Solo и даже XRP. То есть холдить можно сразу 3 разных монеты. Но самое выгодное, естественно, будет, если вы будете холдить все-таки монету Core, потому что монета Solo и XRP непосредственно вроде как и связаны со всем этим, но до кучи постольку-поскольку, и разделят меньше количество наград, чем те, кто будет держать монету Core. Что ж, давайте по порядку разберемся, как здесь что устроено, как подключить свои кошельки, настроить линии доверия и так далее. Не переключайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, что здорово, очередная раздача, нам этого как раз таки и не хватало. Что-то типа в этом духе. В общем, все это связано с тем, что разработчики Kareum раскрывают дату запуска блокчейна Kareum Layer 1 и подробности о новом раунде раздач сообщества для держателей Core, Solo и XRP. Мы не будем сейчас сильно углубляться в причины, почему этот airdrop, нам важно его получить, как я считаю, поэтому запуск основной сети, стейкинг, партнерство и прочее, мы все это сейчас пролистываем. Вот это нам уже интересно. Core и X-Core airdrop, это немножко две разные монеты, сейчас мы всю эту путаницу разберем. Монеты Core будут начисляться для одних, а вот эти вот для других, и впоследствии, если там до кабы что-то произойдет, то тогда можно будет их обменять на вот эту вот основную монету 1 к 1. Об этом всем сейчас и разберемся. В общем, это все нам тоже не интересно. Давайте подсвечу вот так вот вам курсорчик, и вот тут уже начинается самое интересное. Чтобы привлечь больше криптосообществ к участию в экосистеме Kareum, основная команда решила разблокировать и провести раздачу 100 миллионов токенов Core держателям Core и еще 50 миллионов токенов, обратите внимание, X-Core, токены опционов с опционной ценой в $10 США, тем, кто держит токен Solo, или тем, кто держит токен XRP, то есть или-или. Итак, исходя из этого, 100 миллионов токенов Core будет распределено между держателями Core, и еще 50 миллионов немножко других токенов будет распределено между теми, кто будет держать Solo и XRP. Но тут все не так просто, как кажется. Все будет намного проще вот с этими токенами, и сейчас вы узнаете почему. Каков коэффициент airdrop для Core и X-Core? В общей сложности 100 миллионов токенов Core будут распределены по учетным записям, которые содержат Core, то есть их получат те, кто будет холдить эти монеты. И в общей сложности 50 миллионов токенов X-Core будут распределены по кошелькам, которые содержат Solo или XRP на момент создания моментального снимка. Да, здесь еще и очень важно, чтобы эти монеты все находились в определенный день и час, по сути, на наших кошельках. Здесь расписано соотношение того, как будет все распределяться. Значит, владельцы токенов Core 100% от общего количества Core и получат эти монеты. Все как-то вокруг да около, зато надеюсь, что у вас не будет много лишних вопросов. Разумеется, чтобы иметь эти монеты, должна быть настроена линия Trustline, и тут об этом так и говорят, без нее вы ничего не получите, но без нее и токенов у вас не может быть на кошельках. Теперь владельцы XRP поделят 50% от второго пула наград с теми, кто будет держать токен Solo. Те тоже получат 50%, то есть тут 50-50, 50 на 50. Здесь в этом случае для тех, кто будет держать токен Solo и XRP, нужно будет настроить отдельную линию доверия к шлюзу X-Core. Как это сделать, сейчас тоже по ходу дела все покажу. В общем, вот еще такая вот тут табличка, все здесь расписано. Холдеры токена Core получают, значит, вот 100 миллионов этих монет, холдеры Solo и XRP получают по 25 миллионов X-Core. Здесь у нас, значит, даты снапшота 24 марта 2023 года, это для холдеров Core, и 24 марта снапшот будет сделан на кошельках, кто держит Solo или XRP. Последним начислят 15 мая 100% вознаграждений, а вот с токеном Core все немножко иначе, будет вестинг в 4 месяца растянут, и по 25% будет начисляться ежемесячно. В общем, все эти примеры, я думаю, что не стоит так сильно прямо сейчас изучать. Давайте я ссылку лучше оставлю на эту статью в описании под видеороликом, и вы сами сможете все это прочитать, зайти. Если тут, естественно, будет на английском языке, просто вот переводите на русский, и все будет, ребят, понятно. Для тех, кто не знает, как вставить этот переводчик, это Google Translate, это просто обычный плагин в Google Chrome браузере. Погуглите, я думаю, разберетесь, как его поставить. Давайте перейдем лучше ближе к делу и разберемся, как нам сейчас поступить, чтобы не пропустить эту раздачу. Что такое X-Core и как работает это какое-то тут искупление. В общем, тут все немножечко неоднозначно. Смотрите, чтобы еще больше стимулировать сообщество и избежать
немедленного давления на рынок Core, после раздачи airdrop команда Core выпускает 50 миллионов токенов X-Core стоимостью $500 миллионов США, которые будут раздаваться исключительно сообществом SOLA и XRP. Далее, X-Core — это токен опциона, который можно обменять на токены Core, если цена Core достигнет и будет оставаться выше $10 США в течение 240 часов подряд, то есть 10 дней подряд, или истечет 24 марта 2025 года. По истечении срока его действия, независимо от цены, держатели X-Core имеют право обменять 1 к 1 на токены Core с помощью смарт-контракта на блокчейн Careum. В общем, какая-то тут, если честно, шляпа опять непонятная, во всяком случае для меня. Может быть, я не до конца вник, может быть, я не до конца понял. Обязательно, если вы поняли лучше, напишите в комментариях, что вдруг я не так понял. Но я прихожу к выводу следующему, что все это какая-то, опять же, ну не то чтобы махинация, но опять же, если бы да кабы, зачем мне эти если бы да кабы, если я должен что-то холдить и, казалось бы, за это получить airdrop, а тут еще и какие-то условия. Если там достигнет цена отметки какой-то, если не достигнет, да зачем мне вообще все это нужно? Попробовать, конечно, можем, попробуем, но прихожу к выводу, что проще закупиться монетами Core. К тому же обратите внимание, как Core сейчас просто нереально жестко растет. Если еще вот буквально неделю назад монета стоила 22 цента, то посмотрите, доходила уже даже до 35 и теперь торгуется по 33. Но самое интересное это то, что новость вышла всего лишь 20 декабря, ребята, а монета начала расти уже 16, как вы видите, судя по графику, 16, 17 и более активно даже вот тут 18. Я предполагаю, что кто-то знал про этот инсайт и начал закупать эти монеты. Как минимум для того, чтобы просто хотя бы вот заработать на спекуляции, а то может быть еще и на аирдропе, потому что официальные кошельки создателей всяких там бирж не могут участвовать в этом всем. Поэтому я склонен думать, что все-таки это на инсайдерской информации что-то вот и поперло этот токен вверх. А вот, пожалуйста, 20 число, когда новость стала публичной и токен вообще полетел вверх. Ладно, мы сейчас не об этом, давайте установим трастлайны, купим этот токен и разберемся вообще, что нужно делать для того, чтобы он у вас появился. Кстати, сообщество SOLA включено в этот airdrop только лишь потому, что Careum была разработана фондом развития Sologenic и поддержана сообществом SOLA, который и является токеном Sologenic. Теперь, почему сообщество XRP включено в этот airdrop? Ну тут все тоже понятно, потому что Careum был создан по необходимости платформой токенизации Sologenic, и XRPL стал ключом к этому путешествию. Оно же все ведь на Ripple, поэтому XRP не мог остаться в стороне. Что ж, давайте теперь покажу, как настраивать линии доверия. Начнем мы с кошелька Ledger, и для того, чтобы настроить на нем линию доверия, заходим на сайт xrptoolkit.com, ссылки все будут в описании под видео. Здесь нажимаем сверху справа на Connect Wallet, выбираем девайс, с помощью которого будем настраивать линию доверия. Кстати, обратите внимание, что можно как Ledger подключить, также и к SumUp и многое другое. Так вот, выбираем Ledger девайс, нажимаем Connect Ledger, загружается наш кошелек. Естественно, сперва нужно его разблокировать, ввести пароль, открыть приложение XRP и после этого делать все эти действия. Все, видим свой кошелек, баланс, нажимаем кнопку Confirm и попадаем внутрь платформы. Здесь нужно зайти в раздел Аккаунт, выбрать строчку Assets. И вот видите, здесь у меня настроена была вот линия доверия на ELS, Sologenic. Можно изменить, удалить, но нам сейчас нужно добавить, поэтому чуть ниже вот видите Add Asset. Заходим в соседний раздел Custom Edit и здесь уже вручную вбиваем все нужные данные. Значит, линия доверия будет вот такая вот, код токена вот такой, писанины уже очень много, все это в описании под видеороликом, наверное, не умещу, но оставлю ссылку на Telegram пост, где все подробно распишу, то есть все равно всю информацию найдете под видеороликом. Теперь лимит токена 500 миллионов, раз, два, три, четыре, пять, 6, и нажимаем кнопку Next. Все, теперь нам нужно подтвердить действие непосредственно на самом кошельке Ledger, нажимаем, подтверждаем установку линии доверия. Не забывайте, что это стоит 2 токена XRP, они просто резервируются, потом после того, как вы эту линию доверия убираете, эти 2 токена возвращаются вам назад. Кстати, здесь же можно пойти и купить эту монету, если зайти в раздел Trade, здесь, где выбор торговой пары XRP на Core выставляем, и теперь можем что-либо купить. Вот видите, базовая XRP
и покупаем мы, значит, Core. Давайте даже попробуем что-нибудь купить. Если у вас вот этого не появилось, то просто щелкните в произвольном месте. Давайте на 5 купим, вот так вот нажимаем. Нажимаем Place Buy Order. На кошельке все это опять же подтверждаем. Происходит подтверждение транзакции. И выскакивает ошибка. Что делать, чтобы она не выскакивала? Здесь я подразумеваю, что проще купить по лимитке. Просто выставляем, допустим, 5 монет Core. Здесь мы видим цену за эту монету 0.9788. Но это вообще в целом цена. А вот те, кто хотят ее продать, продают ее вот по такой цене. Вот по этой цене давайте и ориентироваться. 0.979. Все. Покупаем вот так вот 5 монет Core. Place Order. Опять же, все это на кошельке быстренько подписываем. Происходит загрузка транзакции. И все. Вот видите, теперь все получилось. Давайте теперь зайдем в раздел аккаунт. И что мы здесь увидим? Мы теперь можем здесь видеть 5 монет Core. Точно так же можно купить и больше. Если нужно продать, то также зашли туда и просто продали их. Точно так же, кстати, настраивается и линия доверия для Саладженика. Просто для него будет другой адрес линии доверия. Теперь давайте настроим линию доверия на кошельке XSUMApp. Заходим для этого на сайт xrpl.services, опускаем страничку и находим Trust Set и нажимаем сюда. Открывается такое меню, сюда вставляем адрес токена. Вот так вот вставили, все само прогружается. Вот тут меньше даже немножко действий нужно сделать. Видите, сразу выбираем токен Core. Единственное, что здесь вот немножко некорректно отображается лимит токена. 500 миллионов выставляем. Раз, два, три, четыре, пять, 6. И нажимаем на синюю кнопку ниже. Появляется вот такое вот окошечко. Здесь нужно нажать кнопку Confirm. Сейчас вы видите также на своих экранах кошелек XSUMApp на моем телефоне. Снизу нажимаете на черный квадратик. Затем нажимаете на кнопку сканировать QR-код и наводите на тот, который вам выдал XRPL сервис. Здесь осталось подписать транзакцию. Просто пролистываете вниз, проводите по синей кнопке снизу вправо и нажимаете кнопку продолжить. На этом шаге нужно подтвердить действие пин-кодом. Происходит проверка, после чего успешно завершается данное действие. Нажимаем кнопку закрыть и теперь смотрите, Careum появился в кошельке. Вот он. Кстати, тут же можно сразу нажать кнопку обменять. И вот, допустим, сколько у меня сейчас тут XRP 3, да? Нажимаю на Core, обмен. Теперь давайте поменяем 2 монеты XRP на монету Core. Все автоматически просчитывается. Нажимаю снизу кнопку обмен. Здесь меня спрашивают, уверен, не уверен. Да, я уверен. Да, я принимаю все риски и обмениваю XRP на токен Core. То же самое пролистываем чуть ниже, проводим кнопочку вправо, вводим свой пароль и, собственно, все. Транзакция с этого момента подписывается. Оповещение можно закрыть на кнопку снизу и видим, что 2 XRP успешно обменено на монеты Core. Возвращаемся назад и теперь что мы здесь видим? Вот смотрите, токен Core, у меня теперь их 2 монеты. Ну а монета XRP, естественно, уменьшилась. Теперь давайте покажу еще более простой способ, как установить линию доверия на кошельке XSUMApp. Открываем сайт xpmarket.com. Здесь сверху нажимаем на кошелечек и нажимаем кнопку Sign Up в появившемся окне. Нам выдается QR-код, который нужно отсканировать опять же кошельком XSUMApp. Снизу нажимаю на черный квадратик, опять нажимаю на кнопку сканировать QR-код и сканирую QR-код, который выдан на сайте. Снизу подтверждаю действие, переместив ползунок на синей кнопке справа. Подтверждаю действие пин-кодом и все. Действие подписано, теперь мы авторизированы на сайте xpmarket.com. Теперь самое интересное, давайте вот просто вот открою главную страницу. Здесь находим нужный нам токен, вот, например, токен Core, открываем его, заходим, вот вся информация о нем. И смотрите, здесь есть такая кнопочка Set Trust Line, нажимаем сюда. Появляется такое вот окошечко, нажимаем Set, как его сканировать вы знаете, снизу квадратик черный нажали, потом сканировать QR-код, отсканировали его и все, линия доверия сразу же предлагается нам к установке. Подтверждаем действие через синюю кнопку снизу. Да, соглашаемся с рисками, вводим свои пароли и все.
Вот, собственно, и добавили токен Careum в свой кошелек SumUp. Чем этот вариант лучше? Если здесь нужно было зайти, что-то тут вводить, подбивать, корректировать, то тут мы просто нажали Set Trust Line, и она была настроена. Обратите внимание, теперь вот появилась кнопочка удалить эту линию доверия, и тут же есть кнопочка Trade. Если сюда нажать, то можно, соответственно, сразу же здесь прикупить монет. Если по каким-то причинам, например, у вас этого не получится сделать в кошельке SumUp. Что-то тут все очень долго грузилось и с какой-то ошибкой прогрузилось. Но не суть важно. Линия доверия на кошельке SumUp появилась, и также ее можно там теперь использовать для покупки токенов Core. Все, я думаю, что как настроить монету Core в своих кошельках я максимально подробно объяснил. Но нам нужно теперь добавить еще и монету X-Core для тех, кто будет все-таки холдить токен SOLA или токен XRP. Начнем также с Ledger, заходим на xrptoolkit.com, аккаунт, Assets и пролистываем страницу чуть ниже, выбираем Custom Edit. В первую строчку вставляем вот этот вот адрес токена, во вторую вставляем код этого токена и значение ставим на 50 миллионов. После этого нажимаем кнопку Next и подтверждаем действие на своем кошельке, то есть подписываем транзакцию. Все, транзакция подписана, и теперь у меня должно отображаться это и здесь. Давайте вот так вот поставим больше. Вот, видите, 5 монет токенов Core, которые я купил, а вот и теперь еще и X-Core. X-Core мне насыпят за то, что я держу на своем балансе основную монету XRP. А монету Core будут насыпать за то, что держу монету Core, собственно. Теперь давайте настроим эту же линию доверия на кошельке SumUp. Заходим на сайт xrpl.services, находим строчку Set Trust Line, вставляем адрес токена X-Core. Здесь также все прогружается. Вот, выбираем X-Core. Все уже, в принципе, даже настроено. Проверяем, чтобы было 50 миллионов. Да, здесь 50. И нажимаем синюю кнопку снизу. Открывается опять же вот это вот меню, где, нажав на кнопку Confirm, откроется QR-код. Этот QR-код нам нужно сосканировать в кошельке SumUp. Также заходите в кошелек, нажимаете черный квадратик, сканировать QR-код. Также открывается настройка линии доверия. Снизу подтверждаем, проводя ползунок вправо. И нажимаем кнопку «Продолжить». Подтверждаем действие пин-кодом, если стоит. И все, линия доверия настроена. Обратите внимание, теперь под токеном Careum, вот он Careum, теперь есть еще и X-Core. Вот, пожалуйста, X-Core. Давайте посмотрим, торгуется он тут, не торгуется, сколько можно. Давайте вот так вот поставим 1 X-Core, и того стоит он сейчас на данный момент всего 0.2 XRP. Поэтому, ребята, то, что они там выдумали, будет цена 10 долларов, не будет, мне кажется, все это полная шляпа. А что если не будет? Потому что сейчас, как вы видите, одна монета стоит 0.2 XRP. Исходя из этого, мне кажется, что проще тогда будет зайти на Sologenic, загрузить DEX площадку, зайти в раздел Market, то есть рынки, найти здесь монету Careum и прикупить лучше ее, чем вот это вот все. Также здесь вот можно кнопочку Trade нажать и прикупить непосредственно на Sologenic. Вот видите, как она поперла вверх. Практически 2 икса дала на фоне всех этих новостей, поэтому монету можно прикупить, но стоит понимать, что кто-то уже ее купив здесь, может фиксировать вот здесь. Соответственно, может вам все обломать, за счет вас заработать, к этому нужно быть готовым. Но сама новость о аирдропе вышла вчера, поэтому всего один день прошел, и монета может продолжить свой рост и дальше. Но дело, так сказать, рисковое. Каждый решает для себя сам. И смотрите, что я сейчас намерен сделать. Свои 4000 XRP я вложу в эту раздачу. На сайте XRP Toolkit, подключив сюда Ledger, захожу в раздел Trade. Здесь настраиваю торговую пару Core к XRP и буду покупать теперь 3995 монет, потому что 5 у меня уже есть, чтобы было ровно 4000. Нажимаю теперь кнопочку Place by Order. На кошельке Ledger теперь все это подтверждаю. Итого, ребята, все свои XRP я потратил на монеты Core. Тот остаток, который мы можем видеть здесь, это 10 за создание кошелька и 4 за вот эти вот линии доверия. Видите, больше у меня нету. Поэтому по 2 монетки на каждую линию, и получается 8 монет плюс 10 за кошелек. Что ж, посмотрим, как монетка себя покажет в будущем. Надеюсь, что все не зря, потому что про airdrop еще пока мало кто знает.
И чтобы вы понимали, давайте откроем исторические данные токена Solo от Sologenica, который тоже не так давно проводили airdrop. Все, чтобы его получить, начали скупать токен, а токен на тот момент даже вот стоил 6 центов. Посмотрите, куда его запампили, на 6,2 доллара. В принципе, то же самое сейчас мы можем видеть и с токеном Careum. Куда его попрут дальше, неизвестно, может быть и вниз опустят, но после того, как я его купил, он уже показал небольшой рост. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.